Всем привет, дорогие друзья! На сегодняшнем уроке мы с вами установим среду разработки Android Studio на наш компьютер. Мы с вами создадим эмулятор, поработаем с эмулятором, установим реальное приложение на эмулятор и попробуем его немножко потестировать, покрутить, поработаем с требованиями, поработаем с тест-кейсом и в конце еще немножко затронем тему мобильных ферм. Если урок окажется вам полезным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Итак, друзья, Android Studio. Android Studio — это у нас среда разработки. Чем она может быть полезна и интересна для тестировщика? Прежде всего, наверное, это то, что в Android Studio мы можем с вами запускать наши эмуляторы абсолютно бесплатно и тестировать на этих эмуляторах. Во-вторых, мы также можем снимать логи из нашего приложения с нашими ошибками, детектить ошибки. И об этом у меня есть отдельное видео, вы можете посмотреть его, как это делается. И третье, это, наверное, то, что если вы хотите двигаться в сторону разработки, то было бы неплохо начинать использовать Android Studio, билдить на ней проекты. Возможно, если вы имеете доступ к коду, то вы можете, посмотреть там структуру кода, как что-то написано, попытаться разобраться с этим. В общем, одни только плюсы. Сегодня мы с вами установим Android Studio, сбилдим приложение в Android Studio и такой небольшой интерактивчик мы с вами поработаем с требованиями. То есть у меня есть требования от бизнес-аналитика, начинающего бизнес-аналитика, который проходит курсы. И у меня есть тест-кейс от начинающего тестировщика. И мы с вами сможем попрактиковаться на простом примере, как проходит этап тестирования, буквально в 2 словах, но все же, я думаю, достаточно интересно, особенно для начинающих тестировщиков. Начинаем мы с того, что нам необходимо установить Android Studio на наш компьютер. Переходим в Google, забиваем Android Studio, переходим по первой ссылке. Видим зеленую кнопку «Скачать Android Studio». Читаем и затем соглашаемся с нашим пользовательским соглашением. И смотрите, тут будет предложена версия операционной системы, с которой вы работаете. Я работаю на Mac, на Apple чипе, поэтому я выбираю ее. Если вы работаете на Windows, то, естественно, у вас будет кнопочка «Установить Android Studio на Windows». И мы видим, что пошел процесс закачки нашего клиента. Клиент у нас весит 1 гигабайт, чуть больше. Итак, мы видим наш клиент. Давайте откроем его. Пошел запуск нашей Android Studio. Нажимаем Next. Особенностей установки тут особо никаких нет. Я выставляю все параметры по умолчанию, так как это обучающее видео, и нам будет достаточно настроек, которые у нас стоят по дефолту. Если вы хотите с этим более подробно разобраться, вы также можете более вдумчиво почитать, что тут где написано, ознакомиться в том числе с лицензионными соглашениями, посмотреть, какие пакеты нам предлагает докачать Android Studio. А у меня пошла доустановка компонентов, поэтому ждем еще раз. Итак, необходимые компоненты у нас скачались, нажимаем кнопку Finish. И у нас открывается окно, где у нас есть выбор. Мы можем создать новый проект, мы можем открыть новый проект и мы можем подгрузить новый проект с помощью GitHub. Давайте для начала пойдем по пути нового проекта. Нажимаем Next. На этой вкладке New Project обращаем внимание на минимум SDK, API 31 уровня, Android 12.0. Окей, давайте оставим по дефолту, нажимаем Finish. Снова у нас началась подкачка каких-то необходимых для платформы файлов. Ожидаем. Подкачка файлов завершилась, нажимаем Finish.
И мы оказываемся вот в таком вот интерфейсе, где слева у нас будет отображен наш проект, который у нас может быть. Предлагаются какие-то подсказки. Если вы первый раз работаете в Android Studio, то вы можете ознакомиться с этими подсказками. Закрываем. Что нас тут может интересовать? В первую очередь это интерфейс. Мы видим, что он разделен на две условно части. Это правая сторона, где у нас будет отображаться наш код. С левой стороны у нас будет отображаться структура нашего проекта. Сверху мы видим целый ряд кнопочек и дропдаунов, с которыми мы частично будем работать. В частности, нас интересует Device Manager вот тут и, наверное, сам запуск проекта. Он у нас пока не активный. И также мы видим, что у нас продолжают подкачиваться какие-то файлы, Gradle что-то у нас докачивает. Окей, давайте нажмем на вкладку Device Manager и посмотрим, что мы тут можем сделать. Мы можем создать виртуальный девайс. Именно это нам и необходимо, потому как мы скачали Android Studio для того, чтобы посмотреть, как выглядит наш эмулятор, пощупать его. Для этого нам нужно создать девайс, create device. Смотрите, у нас открывается вкладочка с хардвером, и тут у нас представлены девайсы, с которыми мы можем работать в Android Studio по умолчанию, ничего не докачивая дополнительно в плане плагинов. Есть телефоны, есть планшеты, есть умные часы, ПК, телевизоры и что-то вот тут Automotive, не знаю, что это такое. Мы будем работать с телефонами, и у нас есть конкретное требование под наш проект. Давайте сразу откроем данные требования. Они у меня в тест-трейле, во вкладке Mailstone. Давайте откроем данные требования к нашему приложению, с которым мы будем работать. Требования эти к приложению калькулятор. Мы его сейчас будем скачивать. Но перед тем, как создать непосредственно наш девайс в Android Studio, я предлагаю ознакомиться с данными требованиями на релиз 1.1, посмотреть, что у нас тут есть по требованиям. И в первом же пункте мы видим, что у нас прописано требование, что приложение должно запускаться на девайсе Pixel 3a 12 версии Android. Давайте вернемся в нашу Android Studio и скачаем именно этот девайс. Pixel 3a. И нажимаем Next. Версия Android. Версия нам необходима 12. Видите, тут у нас есть API Level и есть версия Android. 9 Android идет, 10, 11, 12. Это все, что мы можем установить на данный девайс. Мы установим 12 версию Android. Нажимаем скачать. После того, как мы нажали скачать, у нас открывается еще одно лицензионное соглашение. Принимаем его, Next, и снова пошло скачивание. Итак, мы видим, SDK компоненты установились, нажимаем Finish. Разблокировалась наша кнопка Next. Нажимаем ее. Далее мы видим экран с настройками нашего AVD девайса. В принципе, ничего настраивать мы не будем. Мы оставляем все дефолтные настройки. Нажимаем Finish. Мы видим, что создался наш девайс. Мы видим его в нашем дропдауне. Мы также видим, что разлочилась кнопка Run. И также мы можем запустить наш девайс прямо отсюда. Давайте это и сделаем. Видим, снова пошла подкачка каких-то данных. Давайте подождем, посмотрим. Пошла загрузка нашего девайса, он прогружается. Первый раз это не так быстро, как хотелось бы. И да, мы видим, что у нас появился наш эмулятор нашего Pixel 3 API 31 на 12 версии Android, и мы с ним можем дальше работать.
Смотрите, по поводу того, что можно делать с эмулятором, есть куча более специализированных туториалов, но мы попрактикуемся. Я считаю, что это более важно будет в данном уроке. Мы с вами исследуем все на практике. И первый кейс, который я хотел бы вам показать, это то, что у нас есть эмулятор, и если вы приходите на проект, то, не знаю, чаще всего, боюсь прям такую какую-то статистику приводить, практически на всех проектах, после того, как разработчики собрали какую-то сборку билда, приложения, оно к вам будет приходить после пайплайна в каком-то уже готовом виде в формате APK, и вы сможете его установить прям вот просто взяв и перебросить на ваш эмулятор. Смотрите, как это делается. Я перед тем, как готовиться к уроку, скачал файл APK из интернета. То есть представим, что на вашем проекте разработчик скинул вам готовый файл для тестирования, и вы вот прям непосредственно можете взять и перетащить данный файл на ваш эмулятор, и он у вас будет установлен. Видите надпись «Калькулятор APK Installed». И если мы сдвигаем шторку, мы видим, что у нас установился наш калькулятор. И далее мы можем уже работать с этим калькулятором непосредственно в нашем эмуляторе. Вот как-то вот первое, то, что я хотел показать, это как происходит переброска билда чаще всего. Итак, вот этот способ переброски билда мы разобрали. Далее я предлагаю закрыть нашу Android Studio. И мы вернулись на предыдущее окно. Также мы можем запустить наш билд через Open, найдя локально наш файл на компьютере и запустив его отсюда. Но мы пойдем немножко другим путем. И я предлагаю зайти на GitHub. И найдем калькулятор, с которым мы продолжим нашу работу. Вбиваем в Search калькулятор, MVC. Если вы не помните, как работать с GitHub, то весь флоу мы проходили на предыдущем уроке, когда мы закидывали билд на iOS симулятор через Xcode. Поэтому можете посмотреть также первый урок, вспомнить, как это делается, ничего сложного. Просто заходим на GitHub и ищем калькулятор. Мы видим 639 тысяч репозиториев с калькуляторами, но нам необходим конкретный калькулятор, поэтому добавим MVC. И вот здесь уже скачиваем вот этот наш первый калькулятор. Именно с ним мы будем продолжать нашу работу. Именно по нему у нас требования написаны и написан тест-кейс. Поэтому мы скачиваем именно вот этот калькулятор. Его название я оставлю на всякий случай в описании к данному видео. Нажимаем на него. Нажимаем на кнопку «Код», и тут мы видим ссылку, по которой мы также можем скачать наш билд. Копируем данную ссылку и возвращаемся в нашу Android Studio. Нажимаем кнопку «Get from VTC», вставляем нашу ссылку сюда в URL и нажимаем «Клонировать». Таким образом происходит клонирование билда прямо с GitHub. Достаточно удобно. Подгружается наш билд, на это необходимо какое-то время, ждем. Также хочу отметить, что видите, да, при первичной настройке Android Studio мы много где задерживаемся, много чего докачиваем, но в принципе, если это сделать один раз, то таких проблем больше не будет возникать, у вас уже все будет подкачано и все это будет происходить гораздо быстрее. Также хотел отметить, что Android Studio это достаточно тяжелая среда разработки в плане грузки системы. Поэтому, если у вас не самый современный компьютер, то у вас немного может где-то подлагивать. Прошло несколько минут, мы видим, что у нас подгрузился наш проект. Мы можем его посмотреть, раскрыть его структуру более детально, если нам необходимо, но нас интересует именно сбилдить проект на нашем эмуляторе и поработать на эмуляторе. Для этого мы нажимаем кнопочку Run, вот эту зеленую стрелочку. Видим, что у нас по дефолту сейчас стоит наш Pixel 3 с API 31 левела.
билд наш сбилдился и открылся наш эмулятор с нашим приложением. Также мы видим, снизу у нас пошли какие-то логи, нам пока это ничего не интересно, просто увеличиваем наш эмулятор. Итак, у нас есть эмулятор, у нас есть билд, который мы установили на данный девайс. Открываем наши требования. Давайте посмотрим, что у нас по нашим требованиям. У нас есть, во-первых, я бы хотел сказать, что требования у нас оформлены в табе Milestones в тест-трейле. Не знаю, насколько это правильно, неправильно, никогда не работал с тест-трейлом, но предположим, что окей, и в нем наш, предположим, бизнес-аналитик делает какие-то заметки, требования по нашим релизам. Первый релиз у нас стартует 21 числа, 21 января, а релиз 2 у нас уже стартует с 26 января. Ну, окей, давайте посмотрим, что у нас лежит в нашем релизе номер 1. Релиз номер 1. Программа должна запускаться на Pixel 3a 12 версии Android. С этим мы уже разобрались, мы установили на необходимый нам девайс нужный нам application. Все окей. Далее у нас есть несколько требований к нашему приложению. Давайте с ними ознакомимся. Приложение должно иметь графический интерфейс, содержащий табло для вывода, кнопки с цифрами от 0 до 9, а также кнопками сложения, вычитания, деления, умножения. Табло по умолчанию отображает цифру 0. Кнопки кликабельны, есть анимация по нажатию. По клику пользователем на кнопки от 0 до 9 в графическом интерфейсе происходит вывод на экран числа, соответствующего нажатию. И по клику на кнопки сложения, вычитания, деления, умножения происходит вывод математического оператора на экран. Ну окей, это обучающее видео. Не нужно брать за образец эти требования, и также не нужно писать в комментарии, что требования какие-то плохие, либо хорошие. Это обучающее видео, и требования у нас просто для примера. Не будем докапываться к требованиям, у нас немножко другая миссия в данном видео, так же как и с нашим тест-кейсом. Не будем к нему придираться. Наша задача именно пройти тот флоу, чтобы понять, каким образом происходит примерно тестирование в нашем эмуляторе. Ну и чтобы вот это было интересно, как это происходит примерно на проектах. Поэтому нас интересует тут флоу. Не придираемся к нашим требованиям, не придираемся к нашим тест-кейсам и к нашему приложению. Работаем с тем, что у нас есть. Хорошо, с требованиями мы ознакомились. Теперь давайте посмотрим, что у нас по нашим тест-кейсам. Я так понимаю, он лежит где-то вот тут, да. Окей, наш тест-кейс содержит 7 степов, и expected result у нас тоже 7 expected result на каждый степ по expected result. Окей, давайте проверять тогда. Наша задача пройти данный тест-кейс в нашем приложении на нашем эмуляторе. Первый степ – проверить, что приложение имеет графический интерфейс, содержащий табло для вывода информации, кнопки с цифрами от 0 до 9. То есть прям как вот в требовании написано, так и здесь. Ну, давайте тогда проверять. Заходим обратно в нашу Android Studio. Графический интерфейс есть. Кнопки от 0 до 9. 0 есть, единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка. Кнопки у нас есть. Табло для вывода информации у нас также есть. Больше описания более конкретного у нас нет. Мокапов, то есть шаблонов, на которых будет отрисован какой-то дизайн этого калькулятора, у нас нет. Поэтому, по тем требованиям, которые у нас есть на данный момент для релиза 1.0, меня, в принципе, все, наверное, устраивает. И шаг номер 1 у нас успешно пройден. Разработчик справился с данной задачей. Интерфейс, кнопки есть, табло есть. Окей, идем дальше. Проверить, что графический интерфейс содержит следующие математические операторы: сложение, вычитание, деление, умножение. Окей. Идем дальше в нашу Android Studio.
и смотрим, что у нас есть математические операторы: деление, умножение, вычитание, сложение. Окей, и вот есть еще кнопочка равно такая у нас, да? Что-нибудь про нее у нас есть? Нет, про равно у нас ничего нет, но окей, тест-кейс в требованиях, значит, скорее всего, об этом ничего не сказано. Давайте вернемся на всякий случай в наши требования, перепроверим. Равно у нас тут нет. Хорошо, а давайте зайдем в релиз номер 2, может быть там появится кнопка равно. Существует кнопка равенства, да. Видите, она у нас появляется во втором релизе. Разработчик добавил ее в первый релиз, то есть разработчик молодец, он сделал больше, чем от него требовалось по нашим требованиям, скажем так. Но мы перейдем к нашему тест-кейсу обратно, посмотрим ожидаемый результат. Графический интерфейс приложения содержит математические операторы. И вот они перечислены, и мы их проверили. Да, все as expected, как и ожидалось, все на месте. Хорошо, второй шаг мы прошли. Третий шаг. Проверить, что табло по умолчанию отображает цифру 0. Хорошо, давайте еще раз удостоверимся в том, что табло действительно у нас отображает по умолчанию 0. Мы ничего не вводили. В нашем табло, в нашем интерфейсе действительно отображается цифра 0 по умолчанию в нашем эмуляторе. Поэтому, окей, третий степ, как и ожидалось, табло по умолчанию отображает цифру 0. Согласен. Далее, четвертый степ. Проверить, что после клика на кнопки есть анимация. Ну, давайте проверим. Заходим в наш эмулятор и давайте нажмем, допустим, на кнопку 1. Окей, видим, да, что когда мы нажимаем на кнопку 1, действительно у нас подсвечивается вот этот вот весь квадратик, да, таким фиолетовым цветом, достаточно приятная анимация, я бы сказал, для глаза. Ну хорошо, вот таким вот образом реализовал эту анимацию разработчик. Давайте удостоверимся, что такая анимация есть на кнопках, которые у нас есть по нашим requirements, да. Анимация есть. И да, анимация как бы есть. Все окей. Степ пройден. Двигаемся дальше. Прокликать кнопки от 0 до 9. Ну, давайте их прокликаем. Давайте прокликаем кнопки от 0 до 9. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в обратном порядке прокликали. Ну, анимация есть, хорошо. На табло, кстати, ничего не выводится. Давайте посмотрим, что у нас дальше по нашему тест-кейсу. А в ожидаемом результате у нас в графическом интерфейсе происходит вывод на экран числа, соответствующего нажатию от 0 до 9. И вот тут у нас уже возникают вопросы, ребята, по нашему пятому шагу. То есть, видите, степ у нас был прокликать кнопки, а ожидаемый результат на пятый степ у нас на то, что в графическом интерфейсе на экран будет выводиться число от 0 до 9, ну, в соответствии от того, что мы прожали с вами, у нас должно выводиться на экран число. Оно у нас не выводится. И это баг, это функциональный баг. То есть мы ждем, что после того, как мы нажмем на кнопку, допустим, 1, происходит наш экшен, и на табло отображается 1. Поэтому это баг. Причем этот баг у нас, наверное, будет блокирующим, я подозреваю, дальнейшую работу. Давайте посмотрим, что у нас дальше по степам. Прокликать кнопки сложения, вычитания, деления, умножения и ожидаемый результат. Что в графическом интерфейсе происходит вывод на экран числа, соответствующего нажатию. На экран числа, кстати, не число в данном кейсе, а оператор, то есть сложение, вычитание, деление, умножение, математический оператор. Ну, окей, в любом случае давайте речекнем этот момент. Если я нажимаю, на табло у нас ничего не выводится. И следующий степ, естественно, у нас тоже, получается, не пройдет, он у нас сфейлится. Нажать на цифру 0, а затем математический оператор. И вывод на экран 0 плюс 0 и плюс с математическим оператором плюс. Окей, то есть
Мы с вами на реальном примере увидели, что у нас есть требования в наших мейлстоунах, да, наше требование к релизу 0.1. По данным требованиям составлен наш тест-кейс, он единственный, да, и в этом единственном тест-кейсе у нас есть баг, который достаточно серьезно влияет на ожидаемый результат, то есть это критичный баг для данного релиза. У нас не происходит отображение цифр после нажатия на кнопку в нашем калькуляторе, поэтому в данном кейсе должен быть заведен дефект. Давайте нажмем на дефект, перейдем на Add Result, и да, видим, что в Add Result мы можем заполнить поля, в котором будет у нас трекаться наш дефект. Насколько я понимаю, тут надо будет добавить его ID из баг-трекинговой системы, возможно, написать какой-то комментарий, поменять в дропдауне статус. Допустим, у нас это fail, он test case failing, и подассайнить на конкретного человека. Что значит подассайнить? Это вероятнее всего разработчик, который будет заниматься фиксом данного бага. Мы ему вот дадим работу, скажем так, указать версию 1.0, да, и затрекать время, которое мы потратили на тест-кейс. Ну вот, допустим, 10 минут, да. Окей. В данном случае мы с вами зафейлили наш репорт. И вот как-то так будет происходить примерно на минималках ваш флоу при тестировании. Повторюсь, это видео скорее для начинающих тестировщиков. Возможно, кто-то ходит сейчас на курсы, либо собирается идти на курсы. И вот это видео, возможно, где-то немножко прояснит то, чем в жизни занимается тестировщик, то, чем может заниматься тестировщик в повседневной жизни. То есть это мы установили билд на наш эмулятор, зашли в наши требования, в наши мейлстоуны, да, посмотрели эти требования, ознакомились с ними, зашли в наши тесты, которые у нас уже были написаны. Ну, предположим, вы как тестировщик тоже будете писать тест-кейсы, будете писать чек-листы, какие-то проверки создавать. Но у нас уже был созданный тест-кейс, и мы его прогнали. То есть входит в обязанности тестировщика прогонять те тест-кейсы, которые были написаны не только вами, но и кем-то из вашей команды, предположим, тестировщиков. Прогнали этот тест-кейс и завели баг. Ну, мы с вами баг не заводили, мы просто сфейлили этот тест-кейс. И вот, допустим, предположим, завели уже какой-то баг-репорт и отдали данный баг-репорт, подассайнили на разработчика, который занимался разработкой данного калькулятора, чтобы он пофиксил вот эту вот штуку, что у нас не отображаются наши цифры в нашем табло, наш функциональный баг. Хорошо, с этим разобрались. Что я хотел еще тут немножко рассказать, что мы с вами рассмотрели, как устанавливаются билды в Xcode на iOS устройства. Мы посмотрели с вами, как выглядит эмулятор в Android Studio, с которым мы также можем с вами работать, и установили билд сюда, и еще и потренировались с тест-кейсом, да, и с нашими требованиями. Я хотел рассказать, что часто в работе тестировщика случается так, в работе мобильного тестировщика случается так, что не всегда вы тестируете на эмуляторах либо симуляторах. Возможно, еще некоторые варианты. Предположим, у вас есть свои реальные девайсы. Положим, это ваш персональный девайс, и проект не запрещает вам пользоваться персональным девайсом. И вы тестируете тогда непосредственно на своем персональном девайсе. Приходит точно таким же образом, как мы смотрели тут, вам на почту, предположим, готовый билд, вы его устанавливаете и работаете на своем реальном девайсе. Но возможен также флоу, при котором вы будете работать на мобильной ферме. Что такое мобильная ферма? Мобильная ферма – это удаленная ферма с девайсами. Чем удобна удаленная ферма? Тем, что на ней может быть очень много разных девайсов. То есть мы можем посмотреть на примере удаленной фермы Vitest. Я выбрал именно данную ферму, потому что в ней есть
триальная версия, ежедневно там по 40 минут, кажется. Ну, нам буквально для примера. То есть удаленные фермы, они бывают разные, но вот я воспользовался именно V-тестом, потому как она бесплатная, есть бесплатная триальная версия. Вы также можете зайти на vtest.net и попробовать залогиниться. Огромным плюсом мобильной фермы, несомненно, является то, что на ней может быть много девайсов. Мы сможем сделать охват нашего тестирования более широко, скажем так, если это требуется. К примеру, у нас есть требование протестировать наше приложение, скажем, не на конкретном Pixel 3a устройстве на 12 Android, а нам надо, предположим, уже протестировать на другом Android. Тогда мы выберем другой Android, выберем необходимую версию Android, которая у нас есть по требованиям. Также мы можем поработать с брендами, то есть у нас есть девайсы от Xiaomi, вот тут мы видим от Samsung, Huawei, Google и так далее. Также мы можем поработать с разрешениями экранов. Это вот тоже очень важно, потому что мы понимаем, что от размера экрана также зависит верстка, какие-то элементы в приложении UI могут съезжать, предположим, и выглядеть уже по-другому. То есть, так как приложение выглядит на маленьком экране, оно может уже не выглядеть так на экране с большим разрешением. Да? Для примера выберем 12-ю версию Android, Samsung и вот с таким-то вот разрешением экрана. Нет таких девайсов. Ну окей, давайте выберем все разрешения экрана и посмотрим, какие у нас девайсы доступны. Видим, у нас вывелось 3 доступных девайса. Они у нас доступны в данный момент. Это Galaxy Note 10, Galaxy 10 и Galaxy S10e. Да? Суть в том, что мы можем запустить любой из этих девайсов. Видим, что у меня вот осталось тут 33 минуты на сегодня поработать с этим девайсом. Он у нас запускается, прогружается. Это все не быстро. Загрузился наш девайс. Сюда я могу загрузить свой APK файл, который у меня на компьютере, да, либо просто его перетащить drag-and-dropом и установить этот файл к себе на устройство. Видим, что почему-то у меня бьет ошибку. Ну хорошо, давайте попробуем на другом девайсе. Давайте возьмем Motorola, допустим, да. Вот у нас тут предложено другой девайс. 27 минут осталось уже. Окей, Motorola есть. Установим наш калькулятор. Загружаем. Огромным минусом данных ферм является то, что они очень сильно глючат, ребята. Если мы говорим про бесплатные фермы, то с ними практически невозможно работать. Это единственное, что показать в каких-то учебных целях. Хотя вот видим, что тут стоит даже Appium, это программа для автоматизации. Кто-то пробовал уже автоматизировать что-то тут. Но вот к таким минусам ферм я бы отнес это, конечно, производительность. Есть фермы пошустрее, есть фермы помедленнее, но все равно, если вас сравнивать с реальным девайсом, на реальном девайсе можно протестировать побыстрее. Это дело вкуса, скажем так. Кому-то нравится тестировать на фермах, кому-то нравится тестировать на эмуляторах, либо симуляторах непосредственно в средах разработки. Для учебных целей я еще и показал, что вот существует вот такая вот штука, как мобильная ферма. Видим, да, подгрузился наш калькулятор сюда, мы его также можем здесь запустить и работать непосредственно на мобильной ферме. Видите, да, как все медленно происходит. Я нажал буквально приложение и пошла вот эта загрузка. Очень долго все, конечно, очень все долго. Если что, это у нас другой калькулятор. Если вы помните, вот этот APK файл, я его просто взял из интернета. Это уже другой калькулятор, не тот, с которым мы возились, который мы с вами скачали на GitHub. На GitHub мы с вами скачали другой калькулятор. Итак, вот такой простенький, достаточно интересный для новичков особенно урок, я считаю. Ну, скажем так, если бы я был новичком в тестировании и мне показали такой туториал с таким флоу, мне бы, наверное, где-то стало более понятно, чем занимается тестировщик. И я считаю, что это полезный материал, иногда такой материал тоже нужен. Если вам этот урок показался интересным, то пишите комментарии, оставляйте. Также вы можете посмотреть
видео с настройкой сниферов на эмуляторе, такое у меня тоже есть на канале. И вы можете посмотреть по работе с логами также в нашем эмуляторе в Android Studio. Тоже есть видео на канале. Если данный ролик вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это сильно меня мотивирует. У меня не такая большая аудитория, но я вот стараюсь ее как-то расширить, стараюсь как-то делать видео и для новичков, для тех, у кого уровень подготовки в тестировании уже более серьезный. Стараюсь как бы расширять нашу аудиторию. Поэтому спасибо за просмотр, всем пока!